Друзья, всем привет! Как вы знаете, компания Xiaomi выпускает HyperOS на многие свои смартфоны, ну и соответственно в зависимости от сегмента это HyperOS может отличаться. У меня на канале в основном вы можете встретить флагманские устройства, предфлагманские, ну и среднего сегмента. Относительно недавно ко мне в руки попал Poco M7, на котором установлена откровенно очень обрезанная HyperOS. И в этом видеоролике выскажу все свои мысли касательно этого. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Казалось бы, новое устройство, которое выходит под патронатом, назовем это так, компании Xiaomi, ну или же самостоятельного бренда Poco, должно в себе нести, ну, хоть какие-то интересные такие фишки, ну и в принципе стабильную работу системы. И да, с одной стороны я вам могу сказать, что сразу по умолчанию идет HyperOS 2.2 и Android 15. Это, несомненно, очень круто. Но на этом все самые такие прикольные фишки заканчиваются. Особенно это можно заметить, когда мы с вами опустим шторку. Ну, мягко говоря, это не совсем то, чего я лично ожидал. Серая шторка, ну и в принципе она старая является. И ее вы никак не сможете там перенастроить и изменить. Кто-то скажет, что ну это как бы круто, что как бы хорошо, что эта шторка есть, мне больше такая нравится, не то, что там закос под iOS. Но лично мое мнение, как бы-то в 2025 году новое устройство выходит с таким, ну, беспределом, ну, мягко говоря, это не очень красит компанию. Следующий момент, что еще можно здесь заметить, это вообще в принципе полная обрезка там оптимизации, быстродействия и прочего. То есть, казалось бы, новые там все рабочие столы, там системные оболочки, Poco Launcher и прочее, но все равно аппарат может на ровном месте лагать. И это также не является очень такой хорошей историей, потому что пользоваться после этого данным аппаратом, ну, не совсем приятно. И когда ты переходишь там условно на Poco F7, на Xiaomi 15, ты понимаешь, какой реально контраст по софту у компании Xiaomi. Да, я понимаю, что у компании сейчас есть такая история: хочешь лучше и круче, покупай флагман. Но не для каждого данная история может работать. И не каждый побежит себе покупать Xiaomi 15. И как бы-то вот в плане оптимизации, быстродействия и прочего, эта версия и в принципе этот софт очень и очень печальный. Что касается еще фишек по самой HyperOS 2.2 или HyperOS 2, то я могу вам отметить следующее, что спасибо, что разработчики завезли сюда защиту батареи. Я думал, что и это также они не добавят, но на удивление все-таки тут можно заметить расширенную статистику вашей батареи, и это очень хорошо. Опять же, казалось бы, ну, бюджетное устройство, ну, даже до среднебюджетного оно не дотягивает, то есть это бюджетка такая вот матерая, и в ней как бы данная история есть, и это очень хорошо. Понятное дело, вы на этом аппарате не найдете Xiaomi Hyper AI, ну и вообще в принципе всех фишек, которые связаны с искусственным интеллектом. Лишь только есть раздел под названием «Взаимосвязанность». И то вы сейчас можете заметить, как долго открываются у меня разделы даже в тех же настройках. И это никаким стоковым обновлением, к сожалению, не исправить. То есть вы не думайте, что стоковое обновление, которое вы поставите там, ну, из любого телеграм-канала, где их публикуют, будет панацеей от проблем на вашем смартфоне. Так вот, взаимосвязанность, она есть, она работает, но очень криво. Дальше, что еще по фишкам? Ну, понятное дело, что компания решила не совсем так уж ограничивать новое устройство и добавили настройку ярлыков. Опять же, эта фишка в принципе HyperOS 2.2, но тут они не стали вырезать, и на это им большое спасибо. Больше же здесь мы с вами ничего интересного не найдем. По уведомлению и строке состояния мы с вами также можем найти штуку, которая у нас позволяет настраивать ярлыки в строке состояния соответственно, и это тоже разработчики не стали вырезать. Опять же, если бы они еще и это вырезали, но это было бы прям вообще очень таким серьезным ударом для новых аппаратов. Плюс также вы можете заметить, что нет никаких Xiaomi хабов и прочего, то есть как бы вы, покупая аппарат, который ну хоть как-то имеет отношение к компании Xiaomi, даже не можете нормально воспользоваться такой предустановкой для умного дома. Да, тот же Mi Home решит все проблемы, но опять же удобно, когда вы шторку опустили и когда тут у вас есть соответствующая настройка, и из этой шторки куда удобнее переключаться между там какими-то устройствами умного дома.
По рабочему столу я уже также рассказал, что как бы вне зависимости от версии, какую вы поставите на это устройство, к сожалению, все так радужно не будет. И плюс также вот на таких вот бюджетных, среднебюджетных устройствах разработчики очень сильно урезают данный раздел. То есть, понятное дело, тут вы не найдете никаких анимаций, выхода, захода в приложение. Ну, в принципе, никакие анимации вы тут не сможете настроить. И от этого еще печальнее. По способу навигации многие ждут, что добавится третий стиль как iOS, но говорят, что это произойдет уже в HyperOS 3. Ну а как там будет, поживем и увидим. Далее, что еще по софту, по персонализации? Да, как я уже сказал, что тут не будет у нас с вами никаких фишек искусственного интеллекта. Это я, конечно же, клоню к AI-динамическим обоям. Но спасибо хотя бы на том, что у нас есть возможность, получается, получить новый стиль экрана блокировки. По эффектам обоев у нас что с вами? Даже линза есть. То есть не все так печально на первый взгляд, как мы могли с вами подумать. Ну и, наверное, если мы с вами нажмем на сам рабочий стол, эффекты и даже размытие тут есть. То есть, чтобы вы понимали, какая шиза у компании Xiaomi. Мы добавим размытие для обоев на рабочий стол, но при этом мы не будем добавлять прозрачную шторку. Ну и, соответственно, мы вообще ее сделаем старой. То есть очень какие-то непонятные решения компании, которые она пытается привнести. И как бы-то в моем понимании по той же персонализации, не добавляйте вы ту же линзу, не добавляйте вы тоже размытие обоев на рабочем столе, потому что, как бы-то она тоже кушает ресурсы смартфона. Памяти тут у нас по умолчанию 6 или 8 гигов оперативки, и как бы-то есть вопросики к этим всем решениям. Ну и по расширенным настройкам, соответственно, также ничего нового мы с вами не найдем. Но есть еще один такой интересный момент, и я тоже думал, что его разработчики не добавят, но все же это у нас проявляется. Это у нас в разделе «Место и хранилище» раздел «Оптимизация хранилища» или же «Обновление хранилища», то есть так называемая дефрагментация нашего накопителя. На удивление, на этом аппарате она есть, и в принципе-то этим можно пользоваться. Ну а так-то больше и в целом тут ничего нет такого, что могло бы вам дать возможность пользоваться теми фишками, которые компания Xiaomi постоянно там публикует, о которых она прям так писается, назовем это так, и от которых многие также в большом таком восторге. Те же самые виджеты даже на рабочем столе являются у нас именно со старым видом. Новых виджетов, соответственно, мы тут с вами не получаем. И какие лаги вы сейчас могли заметить. То есть очень больно пользоваться таким сырым софтом, который компания в принципе не захотела, видимо, допиливать. Просто они прошивку сделали, и как бы-то походит. Собственно, этим видеороликом я вам хочу донести следующее, что компания Xiaomi относится к своим пользователям, которые покупают бюджетки, средние бюджетки, очень и очень плохо. Всевозможные урезания, всевозможные там какие-то ограничения и прочее, они меня бы лично, как потребителя данного сегмента, оттолкнули бы. Потому что взять тех же конкурентов за эти деньги, я больше чем уверен, что они могут предложить по софту куда больше и куда лучше. По поводу обновления также есть одна интересная ремарочка, что производителям заявлено 2 обновления самой оболочки, то есть это получается у нас, HyperOS 3, грубо говоря, и, соответственно, там HyperOS 4, или же что они там вообще придумают. И 4 года патчей безопасности Android. В принципе, за эту цену, сколько оно там стоит сейчас, $120 или $150, можно рассмотреть аппарат как для нетребовательных каких-то игрушек, и в принципе как рабочую лошадку. Ну а для всего остального могу вам сказать, что это устройство, вообще в принципе не подойдет, и вы будете от него очень прогорать. Даже не столько от самого устройства, аппарат, наверное, не виноват в этом всем, а виноват софт и разработчики, которые это все добро сделали. Ну а если у вас еще остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.